Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня я хочу поговорить на иврите Кивра-Баам, компании с ограниченной ответственностью, когда стоит открывать компанию с ограниченной ответственностью, когда и кому это выгодно. На самом деле есть три составляющие, которые влияют на решение об открытии компании с ограниченной ответственностью. Первое, естественно, налоги. Юридическая составляющая и престиж, и об этом мы поговорим. Начнем прежде всего с налогов. И очень часто бытует такая позиция у людей, то есть у которых осаким муршим, вот я дойду там до дохода, скажем, 20, 30, 50, 100 тысяч шекелей в месяц, неважно сколько, то есть и я, значит, открою компанию с ограниченной ответственностью, потому что после определенного дохода, то есть выгодно, чтобы была компания с ограниченной ответственностью. На самом деле это подход неправильный. Действительно, то есть если действительно очень низкий доход, там 5000 шекелей, я знаю, то, естественно, ни о какой компании с ограниченной ответственностью речи идти не должно. Когда действительно выгодно открыть компанию с ограниченной ответственностью, когда деньги, которые ты зарабатываешь, ты не все тратишь на свои как бы семейные, вообще на личное потребление, скажем так. То есть, грубо говоря, предположим, человек зарабатывает 50 тысяч шекелей, я имею в виду, естественно, цену брутто, и 25 тысяч он как бы использует, 25 тысяч брутто, а остальное он не использует. То есть, когда человек собирается открыть компанию с ограниченной ответственностью, я прежде всего спрашиваю его, сколько ему нужно для его семьи, для него лично, сколько ему нужно для жизни. Например, он мне говорит 15 тысяч шекелей. То есть 15 тысяч шекелей, скажем, это зависит от накудот зику и так далее, скажем, 25 тысяч брутто ему нужно. То есть, что получается? Предположим, он зарабатывает 50 тысяч шекелей, то есть он открывает компанию, компания, естественно, продолжает зарабатывать 50 тысяч шекелей. Да? То есть, он берет зарплату 25 тысяч шекелей брутто, и 25 тысяч шекелей брутто остается в компании. Что происходит? То есть, он ее не забирает. То есть происходит то, что вместо того, чтобы платить налог 50%, он платит налог 23%. То есть большая часть остается в компании, и, соответственно, человек может вкладывать деньги, то есть происходит как бы отсрочка налогов, и происходит, то есть деньги вместо того, чтобы перейти в налоговое управление, эти деньги, они остаются в компании. Другое дело, что если он все-таки захочет их забрать из компании к себе, то ему придется доплатить дополнительный налог на дивиденды, и тогда не будет большая разница. Но пока они ему не нужны для личного потребления, и деньги находятся именно в компании, то он заплатит больше, чем в 2 раза меньше годовых налогов. И, соответственно, эти деньги может вкладывать и тратить недвижимость, оборудование, развивать компанию, что, в общем, экономически очень и очень выгодно. Второй момент – это юридическое разделение. То есть, когда у человека осак патур или осак мурше, он своими деньгами отвечает за долги, за все что угодно. То есть, когда существует компания, то есть существует юридическое разделение между компанией, то есть компания и ты
это две разные юридические единицы, и, соответственно, существует, особенно в случаях, то есть, когда человек занимается деятельностью, когда есть высокая вероятность, там, что на него подадут в суд клиент, поставщик или так далее, то этот вот юридическое разделение, оно может быть также важно. Ну и третий, последний момент, то есть это престиж. В чем он заключается? То есть компания выглядит более серьезно, она выглядит более, серьезно, как я говорю, и в чем на самом деле, в чем важность и в чем разница. То есть, во-первых, во многих случаях, то есть, когда для клиента, что как бы человек говорит, что у него есть компания, показывает, что у него есть компания, то есть это более серьезный, более внушающий доверие бизнес. Ну и потом, то есть есть государственные организации, которые именно работают с компаниями, не считают, что индивидуальные предприниматели, особенно у которых это недостаточно серьезный бизнес, то есть существует ситуация, то есть когда престиж действительно важен. То есть существуют на самом деле эти три ситуации. На самом деле открытие компании это очень и очень серьезное решение. То есть, естественно, что важно проконсультироваться, потому что на самом деле, если мы говорим о индивидуальном предпринимателе, особенно открытие ОСК ПАТУР, вот, и закрытие, в общем, это не составляет особого труда, если есть действительно хороший специалист, то открытие и закрытие компании с ограниченной ответственностью – это более емкий процесс, требующий больше времени, требующий больше денег, то есть есть более дорогая бухгалтерия, хотя и более точная, то есть есть, естественно, что это нужно взвесить и посоветоваться со специалистом. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. Кстати, хочу похвастаться, что вот на прошлой неделе мне построили, сайт, в котором много всякой интересной информации, мои ролики в одном месте, статьи. Я в комментариях напишу, адрес своего сайта, заходите, смотрите, оставляйте комментарии. Всего доброго, шаббат шалом. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. До свидания.